рассказать о фактах и популярных богах из японской мифологии. Интересные факты и мифы. Первый факт у нас будет Хатиман. Согласно японской мифологии, он бог воинов-самураев, но кроме того считается богом земледелия, мира и счастья. Ему присвоено звание защитника человеческой жизни. Его символика – белый голубь. Его происхождение не описано в рукописях Кодзики или Нихоншоки, но со временем оно стало одним из важнейших ками. Следующий бог – это Таками Казучи, рожденный от крови, которую Кацути пролил, когда ее убили, что дало ему предназначение быть Ками грома и меча. Происхождение Сума. Период его битвы с другим божеством известно как Такими Наката. Такими Казучи ответственен за подчинение Сома или Намазу, создателя землетрясений. Следующий бог – это Намазу. Камень, который создает землетрясение, на него возлагают движение земли и создание цунами. Он изображается в виде гигантского сома, который, как говорят, обитает на земле. Таками Казучи хранит это существо и держит его неподвижным, чтобы земля не двигалась. Однако, когда землетрясениями пренебрегают, они происходят по всем островам Японии. Шинатопе. Точное происхождение этого ками неизвестно, так как книга Кодзики, известная как Ками Ветра, утверждает, что они являются прямым сыном Ицанаги и Ицанами, а как Нихоншоки рассказывает, он был рожден от обдува утреннего тумана Ицанами. Следующий бог – Иногами. Это существо – изображение в виде собак, которые выполняют задачу быть стражами. Мифы повествуют о том, чтобы его создать, нужно было закопать собаку до шеи и положить еду перед ней так, чтобы она не имела возможности ее достать. При этом мастер говорит, что страдания собаки не превышает его страдания. После смерти собаки оно трансформируется в инуками. Им приписывают сопутствие успеха и удачи. Следующий бог – Ама но Узуме. Ками счастья, плодородия и танцев. Она была одной из богинь, которой удалось увести Аматерасу из пещеры, в которой она спряталась. Ама но Узуме танцевала перед пещерой, пока ее одежда не была развязана, будучи обнаженной перед другими божествами, которые начали смеяться, чем и привлекли внимание Аматерасу. Следующий бог – это Ибису. Один из первых детей Ицанами и Ицанаги считался ками процветания и богатства, что следовало процветанием в бизнесе. Ему также поклоняются рыбаки, потому что он представлен как рыбак с типичной шляпой, удочкой в правой руке и крупной рыбой, которая олицетворяет собой изобилие. Следующий бог – Сусаку. Имеет вид красного феникса, который олицетворяет юг, лето и стихию огня. Это существо, как и другие священные звери, является одним из тех, которые китайцы разделяют с японцами в своей мифологии. Следующий бог – Кенпу. Северный страж изображается в виде змеи, обвившейся вокруг черепахи, олицетворяет собой символы зимы и элемента. Зима
белый свет и обычно изображается как белый тигр, защищающий Запад. Он представляет собой осенний сезон и стихии воздуха. Когда он ревет, он вызывает своим рыком шторма и бури. И следующий бог — Сейрю. Это последний из защитников города Киото, считается стихией воды и изображается в виде огромного синего дракона. Несет в себе символику весны, и как предыдущие звери, он представлен в созвездии китайской традиции. А теперь я расскажу о японских демонах. Водяной иногда вызывает людей на поединок, но выиграть в нем не так уж и сложно. Сила каппы. В воде без нее он тут же становится беспомощным. Если бой начинается с взаимного поклона, то вода с макушки духа стекает, а человек автоматически побеждает. Впрочем, радости от этого немного. Самочувствие после встречи с каппой ухудшается в любом случае. Японцы верили, что если подружиться с каппой, то он научит сращивать сломанные когти. По еще одной легенде, Водяной присмирел после того, как сломал себе шею. Пытаясь поймать коня, люди заставили его прекратить зверство и договорились о мире. Лисы-оборотни. Одни из самых популярных персонажей японского фольклора. Некоторые из них превращаются для того, чтобы причинить вред и обмануть кого-то. К примеру, кицунэ, цуки могли вселиться в тело человека, особенно женщин, через ногти или грудь. Эти легенды привели к тому, что одержимость лисами в Японии даже считалась психическим заболеванием до начала 20 века. Лисы-оборотни и другие лисы по поверьям превращались для того, чтобы отплатить человеку за добро. Например, могли стать женщиной, чтобы воссоединиться с возлюбленным. Бакэнэко — это демонические коты, оборотни. Они кровожадны, любят вселяться в женщин, могут не только управлять жертвами на расстоянии, но и оживлять их скелеты ради забавы после убийств. Другие мифические кошки — некомата, еще и людоиды. Они превращаются в монстров из обычных животных по мере старения. Еще один вид — казя. Им становятся кошки, пережившие хозяина. Они похожи на человека с головой кота и огненным хвостом. Эти оборотни похищают незахороненные трупы грешников, а души отправляют прямо в ад, если не съедают. Несмотря на то, что иероглифы, которыми записывается Тенку, означают «небесная собака», эти создания на них совсем не похожи. Про духов умерших собак в Японии тоже ходят легенды. Согласно им, люди создают собачьих демонов сами, чтобы отомстить врагам. Для этого есть колдовской ритуал. Закопать в землю собаку, оставить рядом миску с едой, дождать, пока дух достигнет апогея, отрубить голову животному и поместить ее на алтарь. После этого можно прочитать молитву, чтобы наслать разгневанный дух на недоброжелателей. В японской мифологии и местная баба Яга Ямаупа, уродливая, сердитая старуха и седая, с огромным ртом, обедает в глухом горном лесу, может менять облик, чтобы завлекать путников к себе, а потом есть их. Особенно ей нравятся дети. Будьте аккуратны. Теперь Юки Онна, снежная женщина. Это дух, который появляется во время метели и усыпляет людей, после чего они замерзают и умирают. Ее описывают как красивую женщину с белым лицом в белом кимоно. Она может принять земную форму,
создания. С мордой льва, телом лошадь, хвостом коров и ногами тигра. Так изображали это существо изначально, но потом его внешность стала ближе к слоновьей. В современной культуре пагу часто представляют как тапира. Сёдзе — морское чудовище с яркими рыжими волосами. Большие любители саке. По одной из легенд, эти существа с кожей оттенка цветущей вишни и водорослями на талии угощали саке, дарующим молодость. Достойных людей, а не хороших, наоборот, наказывали. Напиток превращался в яд. Есть и такие йокаи, которые днем выглядят как обычные люди, а ночью превращаются в демонов. Кормея в меру Рокурокуби — существо, умеющее вытягивать свою шею на невероятную длину. Это в сверхъестественных созданиях так появилось Моноке, виновный во всех людских бедах. Со времен абстрактивный образ неведомых сил трансформировались. Они получали новые имена, описывались в мифах и легендах, появлялись на страницах книг и в произведениях искусства. Всем спасибо, дорогие друзья, за ваши просмотры, лайки. Хочу всем пожелать приятных снов и всего вам хорошего, приятных, сладких снов.